Проведем следующий эксперимент. Итак, у нас есть ключ, включенный по типу push-pull. Питание ключа идет от аккумулятора 12 вольт. Сигнал приходит с генератора. Также есть контур на ферритовом кольце. В контуре два конденсатора емкостью 220 нанофарад. Так как конденсаторы включены через индуктор последовательно, общая емкость их в контуре 110 нанофарад. Также у нас имеется вторичный контур. Данным конденсатором контур настроен на ту же частоту, что и первичный. Но он нам сейчас не нужен. Также есть генератор и осциллограф. Частота 67 кГц. Смотрим. Максимальная точка резонанса. Рыбок нету. Рыбок нету, но они есть на другой частоте. 62 кГц. 62,5. Видим, пошли колебания. И теперь делаем более точную постройку. 62 кГц, 500 Гц, 510, 520, 530, 540, 550. Таким образом, более точной подстройкой мы задаем частоту нашим рыбкам. Давайте поподробнее рассмотрим наши рыбки. Видим внутри рыбок высокая частота, красивая синусоида, стоит на месте, не пляшет. Теперь замеряем частоту наших рыбок. Частота полного периода наших рыбок 38 Гц. Давайте попробуем подогнать ее под 50 Гц. Повысим немного частоту рыбок. Добавили немного частоту. Давайте замеряем. Вот, видим, частота полного периода 49 Гц. Давайте попробуем еще повысить. С генератора сейчас идет частота 62 кГц, 560 Гц.
Смотрим. Частота полного периода 58 Гц. Таким образом, производя более тонкую подстройку частоты, мы можем настроить наши рыбки на любую желаемую частоту, к примеру 50 Гц. Генератор работает в режиме пуш-пула. Фаза одного канала сдвинута на 180 градусов и включена синхронизация. Вращением регулятора меняется частота сразу двух каналов. Давайте изменим нашу частоту на ту, на которой был максимальный резонанс. 67 кГц. Видим, рыбки исчезли. Теперь сделаем следующее. Выключим синхронизацию каналов по частоте. Теперь вращением регулятора меняется частота только одного канала. Включаем наш ключ и меняем частоту одного канала. Видим, появилась пляшущая синусоида. Сжимаем. Видим рыбки. Давайте замеряем частоту наших рыбок. Видим, частота полного периода волны 24 Гц. Давайте немножко добавим частоту. Включаем наш ключ. Гц. И еще добавим частоту на одном канале. Почти 55 Гц. Многовато, надо немножко убавить частоту одного канала. Вот. Частота полного периода волны наших рыбок ровно 50 Гц.
Заметьте, частота одного канала 67550, второго 67650. Разница по частоте между каналами 100 Гц. Значит, чтобы сделать модуляцию в 50 Гц, нам нужно сделать биение между каналами в 100 Гц. После экспериментов с двумя вариантами рыбок я подумал, а что если скрестить эти два варианта? То есть сделать рыбки на частоте, на которой они самопроизвольно возникают, это 62,5 кГц, и потом сделать еще рассинхронизацию каналов. Давайте попробуем. Включаем синхронизацию каналов. Частота 67 кГц. Снижаемся до 62,5. Появились рыбки. Теперь выключим синхронизацию по частоте и будем менять частоту одного канала. Включаю ключ и повышаю частоту одного канала. Видим, наши рыбки начали плясать. Вот такая картина, когда частота обеих каналов равна. Ровные рыбки. И вот такая картина, когда частота каналов разная. У нас получается большая рыба. В этой рыбе нашей рыбки 50 Гц. И уже в этих рыбках высокая частота. Давайте посмотрим на них поближе. Видим, частота одной рыбы 10 Гц. А частота полной волны 5 Гц. Естественно, эту частоту можно менять, увеличивая или уменьшая частоту биения. Смотрим дальше. Частота этой волны внутри большой рыбы 53 Гц. Ну и внутри, соответственно, уже высокая частота, та, что идет с генератора. 62,5 кГц, хотя осциллограф показывает 59. Видим, что в третьем варианте синусоида также пляшет по вертикали,
как и во втором варианте. Вот наши рыбки. 50 Гц. И уже из них получается большая рыба с частотой в 5 Гц.